Ой, какой запах, обалдеть. Нарциссы. А там кто-то лес рубит. Всем привет! Сегодня я приехала на пропавшее урочище, в котором я уже была. Я здесь нашла свисток и разные предметы быта. И решила в этом году проверить. Тем более травы уже нет. Птички поют, тепло, красота. И у меня сразу не успела прийти на свое место. И прозвучал сигнал, и выпала монета. Монету я еще не посмотрела, какая. Вон тут я рюкзак сняла с водичкой. Вот здесь были огороды. А вот тут вот стоит фундамент. И у меня вот лежит Деус. И монета. Блинчик. Здесь водичка. Сейчас мы ее помоем и посмотрим, что за монетка. Это 1 копейка серебром, 1840 год. Николай I. Рельеф, конечно, небольшой. Монетка была в ходу. Но приятная находка. И эта деревня сразу встречает царскими монетами. Это классно. Иду искать дальше. Вот шалаш. Это построили охотники. Это на ловлю птиц, глухарей и тетеревов. Ну, я вот тут так хожу вокруг. Вот огромные тополя, похоже. Или липы. Липы, скорее всего, потому что тополя не сажали. Там фундамент. И вот здесь огромный фундамент. Он шурфленый. Видите, кирпичи. Иду и смотрите, что лежит. Какая красота. Никому не нужная. И целая. Вообще, одна только нету. Но все равно. После бальзама. Ну, без печатей. Классная бутылка. Какая огромная. Заберем домой.
Такой мощный сигнал был, и выпала латунная крышка. Жалко, что она согнутая. Вот такая большая. Здесь ручка была. Только не знаю от чего. На цветмет пойдет. Латунь сейчас в наше время иметь дорогая. Сдадим. Вот смотрите, здесь шурфили. Только как-то непонятно яму накопали. И выкопали. Посмотрите, какое замочище. С клеймом. Старинный, наверное. Вот здесь фундамент стоял. Хожу вокруг фундамента. И у меня вторая монетка. «15 копеек», 1961 год. СССР. Послереформенные. Решила перепроверить яму свою. Опять сигнал. И опять монета. Это 5 копеек. Год непонятно какой. Вот 2 монеты в одной ямке. Сейчас еще проверю. Провела катушкой, и у меня опять сигнал. И уже копеечка. Ну, все они годов. 1982 год. Вот, 3 монетки в одной ямке. Со штык лопаты яма. И решила я ее перепроверить. И смотрите, у меня опять вылетела монета. И опять копеек по размеру. Точно. Вот уже 4-я. 85-й год. 1985 год. 4 монетки в одной яме. Сейчас еще похожу, посмотрю. Раскопаю ее. У меня сигнал. И выпала какая-то интересная латунная штучка. Даже не знаю, что это такое. Здесь дырочка. Что это могло быть? Все распускается уже, зеленое, трава растет. Последние дни копа остались, и потом уже не походишь. Ну, наконец-то долгожданный сигнал. Давно уже не было. Был тонкий, очень тонкий. Я уже знала 100%, что это монета. И вот она лежит. И это оказалось не монета, а от батарейки. Ой, я-то обрадовалась. Ну и такие сигналы надо копать. Жаль, что не монета. Штыка лопаты был сигнал. И наконец-то теперь долгожданная монета. Это 2 копейки александровские. Капуста. Пусть хоть вроде и орла нету лыса, но все равно монета.
И я ей очень рада. Нет тут водички помыть. Ну вот, помыла зеленый блинчик. Но все равно находка. Походила по деревне и опять пришла на свое старое место, потому что сигналов нету и ямки есть. Вот здесь я нашла 1 копейку серебром, и вот здесь рядом я нашла конину колецо, и вот в этой яме прозвучал сигнал, и посмотрите, что мне выпало. Дуло, что ли, от ружья. Даже не знаю, что это такое. Жалко, что не целая. Пугач. Классная находка. Вот такие находки мне больше монет нравятся. Решила перепроверить сигнал. И опять у меня зазвенело. И посмотрите. Деталь это ружья моего. Вот ружье. И вот деталь. Вот так вот было. А дальше шла деревяшка, наверное. Она сгнила. Сейчас еще перепроверю яму эту. Круто. Вон какое солнце светит. Не видно из-за веток. Собираюсь уже домой. И у меня сигнал. Выпала вот такая медная цепочка. Пусть сегодня находок у меня и немного, но зато хорошо провела время. Чистый воздух, птицы поют, тепло. Даже вообще можно переезжать и жить в деревню. Мне так нравится природа и гармония с природой, что лучше природы ничего нет, не сравнить ни с каким городом. Уже цветы распускаются. Лютики. Вот такая красота. Природа оживает. А я, в общем, уже сказала, что собираюсь домой. И всем пока-пока. Ну вот, ехала обратно. Хотела здесь проехать, снесло. И теперь я сижу. Надо откапываться. Ёкарный бабай. Вот беда-то какая. Сейчас обойду с той стороны, посмотрю. Ой, как я переживала, что я туда проехала, а обратно сяду. Ну вот и села. И вроде и сижу-то не глубоко. Какое-то колесо не едет. Ну, сейчас подкопаю. И еще вон, видите, предстоит мне беда. Ну, что делать-то? Буду откапываться. Если хочешь копать, умей машину из грязи вывозить. Ну вот, приехала домой. Нива меня вытащила, слава богу. Самой мне так не удалось выехать, потому что села она на пузо. Ну ничего, завтра на моечку. Помоемся.
И опять на коп. Всем пока-пока. До новых встреч.